Ни камер, ни парадного входа Зеленского в Вашингтоне приняли как нежеланного гостя. Готовится экономический таран по России и прилетит не только Путину. Уитков и Кушнер снова пакуют чемоданы, и курс взят прямо на Москву. Миллионы дронов, экономика России в клочья, Рютте рассказал сказку. Приветствую, друзья! Сегодня 29 июля. Собрал для вас самое важное. Больше новостей ищите в моем телеграме, ссылка внизу. Жмите лайк, подписывайтесь. Начинаем. Начнем с Вашингтона. Владимир Зеленский прилетел в Белый дом. Визит, который должен был выглядеть как встреча равных союзников. Но выглядел он совсем иначе. Зеленского провели в здание не через парадный вход, тот самый, что обычно открывают для иностранных гостей. Его тихо завели с черного хода. По сути, без единого слова указали ему на его место. Ни камер, ни журналистов, ни привычной красной дорожки. Встреча с Дональдом Трампом прошла за закрытыми дверями и продлилась, по разным данным, от получаса до часа. Никаких кадров рукопожатий, никаких заявлений для прессы на пороге. Все тихо, все в стороне от объективов и лишних глаз. Формальным поводом назвали похороны сенатора Линдси Грэма, но если посмотреть на цепочку событий последних дней, картина складывается совсем другая. Сначала Марко Рубио объявляет о конце так называемого «духа Анкориджа». Потом Зеленскому звонит Стивен Уитков. Следом звонок от самого Трампа. И вот теперь это закрытая встреча. Я не думаю, что это совпадение. На самом деле все указывает на то, что встречу готовили заранее, и разговор шел вовсе не о траурной церемонии. По ряду данных на столе лежал новый вариант урегулирования. Возможно, речь о так называемом воздушном перемирии, то есть о частичной заморозке ударов с воздуха, но без реальной остановки самого конфликта на земле, где все остается по-прежнему. Официальных заявлений по итогам так и не последовало, и это тоже говорит о многом. Сам Зеленский ограничился обтекаемой фразой. Встреча, мол, была хорошей. Упомянул лицензию на производство ракет для комплексов Patriot и некую активизацию дипломатии. И все. Ни деталей, ни конкретики, ни ясности, о чем в итоге договорились на самом деле. А сам прием с черного хода на этом фоне выглядит как отдельное послание. И адресат его прекрасно понял. Идем дальше. Даже траурные мероприятия по Линдси Грэму Киев превратил в площадку для торга. На полях церемонии Зеленский провел закрытую встречу с американскими сенаторами. И там уже не стеснялся, жестко обозначил, что нужно Киеву прямо сейчас. Список короткий и знакомый. Усиление ПВО, ракеты и максимальное давление на Кремль. Причем давить хотят не только на Россию, но и на тех, кто скупает ее энергоресурсы. Удар задумали куда шире, чем кажется. Главная тема – новый масштабный законопроект о санкциях против энергосектора России. Он уже продвигается в Сенате и, что показательно, при мощной двухпартийной поддержке. Республиканцы и демократы здесь заодно. В кулуарах Сената Зеленский прокомментировал суть переговоров. По его словам, многие оборонные потребности Украина закрывает сама, но ключевая проблема, мол, остается. Украина действительно могла производить все, что может уничтожить все, от иранских шахедов до российских беспилотников и так далее. У нас есть беспилотники и современные системы радиоэлектронной борьбы. Настоящая проблема – это противоракетные системы и баллистические ракеты. И, конечно, я рассказал президенту, в чем мы нуждаемся. Я поделился с ним этим сегодня. Я очень благодарен ему за эту встречу. А теперь я рассказал об этом сенаторам, так что мы постараемся решить эту проблему. Зеленский тут же подчеркнул, новый закон важен не только с финансовой стороны, это еще и сигнал поддержки для украинцев и для всей Европы. И добавил коротко, этот закон Киеву нужен предельно четко. Сами сенаторы уверяют, документ разрабатывали мучительно долго, зато он станет самым жестким экономическим ударом по Москве. Цель – перекрыть лазейки, через которые, по их версии, Россия финансирует боевые действия. А заодно назвали и главных спонсоров – пошлины до 100% на нефть и газ, и сюда же приплели Индию с Китаем. Давайте будем откровенны. Главные виновники здесь Китай и Индия. Они покупают подавляющее большинство нефти и газа. Они подпитывают военную машину России и не делают нам никаких одолжений в других частях света. И тут сенатор выдал главное. Экономическое давление, по его словам, может оказаться эффективнее всего, что происходит на поле боя. Вдумайтесь, люди, которые годами вооружали Киев, сами намекают, что фронт вопрос не решит. Для американских политиков голосование стало почти личным. Жесткие меры они назвали данью памяти коллеги. Грэм до конца был главным архитектором документа.
И уверены, это станет главным итогом его 32-летней карьеры. А для Москвы – сигналом, что она якобы на проигрывающей стороне. Дальше документ уйдет в Палату представителей. Финальное принятие и подпись президента планируют на осень. По ряду сообщений в ближайшие недели Россию могут посетить спецпосланник президента Америки Стив Уитков и зять Трампа, его старший советник Джаред Кушнер. Для этой пары Москва уже давно знакомый маршрут. Они не первый раз ведут закулисные переговоры по украинскому урегулированию, и в Кремле их прекрасно знают в лицо. Сразу оговорюсь честно, точных деталей пока нет. Окончательного подтверждения визита тоже. Ни конкретных дат, ни повестки, ни списка тем. Официально все держат в тумане. Но сам факт, что об этом заговорили, уже сигнал. И вот что важно. Еще недавно те же фамилии звучали в другом контексте. Появлялись сообщения, что Уитков и Кушнер могут в ближайшие пару недель наведаться в Киев. А теперь маршрут разворачивается в сторону Москвы. По сути, картина складывается такая. Люди Трампа снова активно курсируют между сторонами. То в одну столицу, то в другую, прощупывая настроение на месте. Так обычно и выглядит подготовка к чему-то большему, когда посредник аккуратно зондирует почву сразу с двух концов, прежде чем свести их за одним столом переговоров. Похоже, мирный процесс при посредничестве Трампа снова набирает обороты. Челночная дипломатия ожила. Вопрос только один – надолго ли? Мы это уже проходили. Раньше подобные всплески активности не раз упирались в стену и тихо сходили на нет. Договоренности объявляли, встречи анонсировали, а потом все замирало без объяснений. Так что следим внимательно. Если за этими визитами реально стоит новая попытка сдвинуть переговоры с мертвой точки, это станет видно уже в ближайшие недели. Либо перед нами очередной дипломатический холостой ход, каких на этой дистанции мы видели уже немало. Пока ставить точку рано, но и обольщаться не стоит. В своем очередном публичном заявлении генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выдал целую серию громких тезисов по ситуации вокруг Украины. И текст его выступления показывает главное. Руководство Альянса продолжает слепо держаться за фантастическую риторику Владимира Зеленского. Задача одна – убедить международную аудиторию в неких феноменальных успехах Киева. Начал Рютте с того, как Украина якобы сумела ответить на удары российских шахедов. А дальше перешел, по сути, к чистой пропаганде. Мол, Киев теперь производит миллионы дронов в год и буквально разносит в клочья экономику, как говорят на Западе, так называемой сверхдержавы под названием Россия. Звучит красиво. Только вот эти рассказы о миллионах беспилотников, собранных прямо под регулярными ударами по объектам украинского ВПК, подозрительно похожи на дословный пересказ пиар-отчетов Зеленского, рассчитанных исключительно на западного обывателя, который не полезет проверять цифры. Не обошел генсек и любимую тему западных политиков, как бы посильнее надавить на Путина. По словам Рютте, сейчас все силы брошены именно на это – заставить Россию пойти на уступки. А что касается Украины, то она превосходит наши ожидания. Это невероятно. И мы, несомненно, обсудим, что мы можем сделать сообща, чтобы оказать большее давление на Путина и заставить его сесть за стол переговоров и прекратить эту кровавую бойню. И вот здесь в его словах вылезает очевидная нестыковка. Смотрите сами. Если верить Зеленскому, Рютте и вообще всему Западу, Украина демонстрирует феноменальные успехи, клепает миллионы дронов чуть ли не на коленке и фактически побеждает на поле боя. То к чему тогда все это? Зачем Западу так судорожно искать новые рычаги коллективного давления на Москву? И зачем уповать на дипломатическое посредничество Дональда Трампа? Ведь если ты уже побеждаешь, помощь посредника тебе ни к чему. Так побеждает Киев или все-таки нет? Ответ, по сути, лежит на поверхности. Реальное положение дел на фронте для украинской армии складывается далеко не так гладко, как это пытается преподнести руководство Запада и сам Зеленский. А бравурные речи генсека Альянса нужны для другого – замаскировать нарастающий кризис в оборонной стратегии всего Запада. Ну что, давайте по традиции быстро соберем все главное в одну картину. Зеленского в Вашингтоне встретили с черного хода. И это, пожалуй, точнее любых заявлений говорит о том, как в Белом доме сейчас видит Киев. Ему снова обещают ракеты и лицензии, а в Сенате готовят громкий санкционный закон против России. Но все это пока лишь слова и намерения, до реального результата далеко. Люди Трампа тем временем разворачивают маршрут в сторону Москвы, и челночная дипломатия оживает. Вопрос лишь в том, не заглохнет ли она снова. А генсек НАТО тем временем рассказывает сказки про феноменальные успехи Украины, которые сам же и опровергает, требуя все сильнее давить на Кремль.
Жду ваши мысли в комментариях, читаю все до единого. Лайк и подписка каналу очень в помощь, а все ключевое лежит в Телеграме, ссылку оставил под видео. С вами был Медиашот, до новых встреч, всем хорошего дня.